Всем привет! Вы на канале Куратив. Вот сижу и думаю, раз мой канал про уроки, графику и игры, ну что же их объединяет, думаю я? Конечно же компьютеры. И в этом видео я хочу вам показать две бюджетные сборки под игры и графику до 265 тысяч тенге или 47 тысяч рублей. Да-да, вы не ослышались, тенге. И всех остальных комплектующих будут подбираться в магазинах Казахстана. Какие же магазины в Казахстане приходят в голову в первую очередь? Конечно же, Каспий и Белый Ветер. И главное, чтобы все сборки имели актуальную платформу и дальнейший апгрейд. Начнем, пожалуй. Первая сборка. Самая дешевая. Процессор Intel 10 поколения 10100F. Имеет 4 ядра и 8 потоков. С тактовой частотой 3,6 ГГц. Стоимость его составляет 46 тысяч тенге или 8200 рублей. Что это значит индекс F на процессоре Intel? Это значит, что у него нет встроенного видеоядра. А нам оно и не нужно, потому что здесь мы берем видеокарту GTX 1650 на 4 гигабайта на памяти DDR6, не путай с DDR5. Вы спросите, почему мы не берем GTX 1650 Super? Но она стала просто дороже. Стоимость 1650 на DDR6 составляет в среднем 79 тысяч тенге или 14 тысяч рублей. Охлаждать наш процессор будет Gamma Archer, стоимость которого составляет примерно 3500 тенге или 620 рублей. Материнскую плату возьмем самую дешевую на чипсете B460, ASRock B460M HDV. Хорошая бюджетная материнка и стоит в среднем 36 тысяч тенге, 6400 рублей. Раз материнка особо не гонится, мы просто берем самые дешевые оперативки Crucial частотой 2666, обязательно две плашки по 8 гигабайт, потому что у нас тут двухканальный режим. Стоимость составляет 32 тысячи тенге или 5700 рублей за две плашки. Питать все это будет блок питания Big White System Power 9 на 400 Вт с бронзовым сертификатом, и стоимость ее составляет 22 500 тенге или 4000 рублей. Не забываем про накопители, SSD-шку на 120 для Windows и жесткий терабайтник для всего остального. Примерно обойдется в 28 тысяч тенге или 5000 рублей. Все это мы поместим в самый дешевый корпус. Возьмем, например, Zalman ZM-T3, который стоит 15 500 тенге или 2800 рублей. Но вы можете выбрать любой другой корпус. Итого вся сборка обошлась нам в 262 500 тенге или 46 700 рублей. Вторая сборка. И как вы думаете, на AMD, на сокете AM4. Процессор Ryzen 3100. Имеет также 4 ядра и 8 потока с тактовой частотой 3,6 ГГц. Стоимость его составляет 48 тысяч тенге или это 8500 рублей. У него тоже нет встроенного видеоядра. Здесь мы используем ту же видеокарту GTX 1650 на памяти DDR6. Охлаждать будет также Gamma Archer. 3,5 тенге или 620 рублей. Материнка здесь на чипсете B450, и это будет гигабайт B450 S2H. Отличная материнка, может разгонять оперативку. Цена ее составляет 33 тысячи тенге или 5900 рублей. Оперативка будет две плашки по 8 гигабайт, также двухканальный режим. Это будет G-Skill RIP JAV на частоте 3200 МГц. Стоимость ее составляет 35 тысяч тенге или 6300 рублей. Блок будет тот же Big White System Power 9 на 400 Вт. Также SSD и жесткий и корпус будут те же самыми. Итого стоимость всей сборки будет составлять 264 500 тенге или 47 тысяч рублей. Желательно для графики и рендера использовать карты от Nvidia. Все эти сборки хороши для начала, и в будущем сможете их апгрейдить. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения.